Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Для сегодняшней работы я взяла полотно, это ткань размером 40 на 45, и это основа, на которую я буду выкладывать джинсовые лоскуты. Лоскутики разных размеров и форм, это обрезки от предыдущих работ. Выкладывать начинаю с более крупных лоскутов. Образовавшуюся махровость я не убираю. Затем после крупных лоскутиков добавляю лоскутики помельче. Каких-то правил я не придерживаюсь. Единственное, чтобы соседствующие лоскутики не сливались, а получался хотя бы небольшой контраст. Вот я разложила лоскутики, и теперь эти лоскутики я буду закреплять кусочками клеевой паутинки. Можно, конечно, положить на основу и целую клеевую паутинку, но это будет расточительно. Кусочков паутинки будет вполне достаточно. Примерно таким образом. Под каждый лоскуток небольшой кусочек клеевой паутинки. Можно использовать и клеевой флизелин, и это будет здорово. Во-первых, это намного дешевле, и, во-вторых, флизелин дополнительно уплотнит основу. Закрепим это с помощью горячего утюга. Это будет не пицца. Я не буду использовать ни фатин, ни органзу. Утюгом двигать мы не будем. Будем просто переставлять. И после того, как все закрепим, приступим к стежке. Ну вот все хорошо закрепилось. И тем не менее я кое-где прихвачу булавочками. И вот простеганная заготовка. Все лоскутики, то есть все срезы, которые лежат на поверхности, я обошла швом зигзаг. Так это выглядит с изнаночной стороны. Полотно стало плотненькое. Теперь займемся принтом. Тема летняя, и я начну с травки. Я буду раскладывать вот такие узкие полоски. Ткань зеленого цвета. Раскладываем схематично стебельки, травинки, листочки. Ну, а принт мне хочется сделать из крупных цветов. Это искусственные цветы из цветочного магазина. Так, что-то подправим. Какую-то травку. Таким образом сделаем ярче серединку. Ну и на этом все не закончится, конечно. Я примерно прикинула, что и как это будет. В процессе работы, конечно, какие-то поправки обязательны, они неизбежны. И теперь, когда я определилась, что вот эта вот композиция меня устраивает, я убираю цветочки. И вот эту нижнюю часть рисунка я буду сейчас стягать. А чтобы работа шла легче, я кое-какие элементы посажу на клей-карандаш. Мне не хочется клеить на паутинку, потому что вы видите листочки эти гофрированные, и если я их проглажу горячим утюгом, они разгладятся. Эта гофра будет уже не гофрой, а будет гладкий листочек. Ну и также несколько отдельных травинок и тоже кое-где только чтобы зацепить. В общем, процесс понятен. Травку я нашила.
Нашивала швом зигзаг нитками зеленого цвета. При отстрачивании цветков я делала небольшие защипы и заломы, оставляла вот такие вот выпуклости. А внизу я добавила несколько фрагментов от этих цветов, типа опавшие лепестки. Эти цветки я использовала, когда шила жилет на подкладе. Только на жилете они меньшего размера. Я их обрезала. И вот эти обрезки решила использовать таким образом. Я показываю вам жилет. Здесь они меньшего размера, вы видите. Жилет с подкладкой. Это спинка жилета. Шила я этот жилет в совместном проекте с несколькими мастерицами, поэтому обязательно загляните. Я, кстати, с удовольствием ношу этот жилет. Кому интересно, ссылку на жилет я оставлю в описании под этим видео. Считаю, что в этой технике некоторая небрежность в строчках допустима, поэтому не надо переживать, что строчка не так пошла. Здесь все вуалируется за счет лохматых краев, свободных линий, поэтому новичкам это будет тоже несложно. Ну, а дальше продолжим. Мне не хочется останавливаться на двух цветках. Я решила добавить внизу третий цветок, ну, такой, чтобы он не сильно бросался в глаза, ну и дополнял композицию. Мелкие центральные цветки я не строчила на машинке. Я кончики прихватила мелкими стежками, а центр закрепила, пришив несколько бисеринок. Также на втором цветке и то же самое и на нижнем. И, собственно, заготовка готова. Такая заготовка может пойти на сумку, на панно, хорошо будет смотреться на стене. И, ну, неужели кто-то опять мне, как под прошлым видео, напишет, что я занимаюсь фигней, растрачиваю свою жизнь на ерунду? Во-первых, мне это нравится. Во-вторых, у меня много других дел и увлечений. Чем же занимаются люди, которые это пишут? А интересно, ведь они же тоже зашли на этот канал, посмотрели. Ну, получается, нелогично. Значит, все равно это их интересует. Но это, наверное, тема для полемики. А я заканчиваю, и, надеюсь, заготовка моя не залежится, и скоро вы увидите, что я из нее сшила. Если вам понравилось, ставьте лайки, а кто не подписался, подписывайтесь и активируйте колокольчик. Он у вас должен быть серого цвета, тогда вы будете получать уведомления о моих новых работах. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.